В новой серии сериала Асия начинает мучить тревожные сны. Ей видится, будто Парс изменяет ей с Гюль. Эти сны не дают ей покоя, и со временем беспокойство только усиливается. Когда Асия решает рассказать Парсу о своем сне, он уверяет ее, что пока она есть в ее жизни, он никогда не предаст ее. Но несмотря на его слова, сердце Асии так и не находит покоя. Лейла уже напротив не упускает ни одной возможности воспользоваться ревностью Аси. Она умело подливает масло в огонь, усиливая ее сомнения и подозрения по отношению к Парсу. И даже понимая истинные намерения Лейли, Асия все равно невольно прислушивается к ней, настолько сильна ее любовь к Парсу. Когда исполнилось 40 дней со дня смерти Чинара, Асия приготовила поминальный стол и собрала всю семью вместе. Это принесло радость не только Алишану, но и Султан Ханым. Во время поминок Алишан неожиданно объявил перед всей семьей, что он оставляет не только свое место в компании, но и свое место в семье, и теперь это место займет Парс. Эта новость повергла в шок его дочерей и жену. Лейла открыто выступила против, но Алишан твердо встал на сторону Парса и защитил его. Сам Парс сначала отказался занимать место главы семьи, однако Алишан и Султан Ханым убедили его, что он этого достоин. В итоге Парс занял место главы семьи, а Асию, как его супругу, посадили рядом с ним. Увидев это, Леван буквально повзеленел от зависти. Он больше не скрывает своей неприязни к Парсу. По своей натуре он человек неверный. При виде женщин он теряет контроль над собой. Он пытается изменить Налан даже с домработницей Надей. Налан же хочет верить своему мужу, но даже представить не могла, что он способен на такую низость. Лейла же не оставляет попыток разрушить отношения Парса и Асии. Она стремится настроить их друг против друга, желая, чтобы Парс погиб из-за кровной вражды и навсегда исчез из их жизни. Ради этого она использует все, что только может, даже попытается вовлечь Гюль в свои интриги против Парса. К счастью, в самый последний момент Парс начинает понимать, какие игры против него ведут Лейла и Левант, и пытается этому помешать. Туру сначала была настроена против Парса, но несмотря на ее резкий и упрямый характер, она всегда борется за правду. К тому же под влиянием Ямана она начинает меняться. В итоге Дуру помогает Парсу восстановить справедливость. Парс чувствует ответственность перед всей своей семьей и сестрами. Он старается защитить Дуру, приводит ее в дом и фактически вынуждает жить вместе с семьей. У Дуру не остается выбора, кроме как согласиться. Алишан искренне благодарит Парса за то, что тот смог объединить всех его детей под одной крышей. С другой стороны, Яман тоже оказывает Парсу огромную поддержку. Благодаря Яману Дуру перестает создавать проблемы для Парса. Более того, она начинает испытывать к Яману чувства, и Яман тоже к ней неравнодушен. Он, он всегда старается быть рядом с Дуру, защищать ее, и Дуру, в свою очередь, не хочет отталкивать его. Когда она узнает, что для Ямана нашли женщину-покровителя, ее охватывает ревность, и она сама решает стать для него этим покровителем. В результате Яман уже не может от нее отдалиться. Сам Яман пока еще не до конца осознает, что стал частью этой семьи вместе со всеми другим Парсом. Но будем надеяться, что со временем он это поймет. Еще одна пара сериала «Дуру и Яман». Те, кто хочет увидеть, как их любовь начинается и будут развиваться, обязательно поделитесь своими мнениями в комментариях. Тем временем Гюля и ее мать
продолжает делать все возможное, чтобы вернуть Парса. Гюль, вступив в сговор с Лейлой, снимается в рекламном ролике. Компания получает за это крупную сумму. Султан хан ему заявит, что в прошлом Парс и Гуль были влюблены друг в друга. Понимая, что сближение Гуль с Парсом может привести к большим трагедиям, она отправляется к Асиму и платит ему крупную сумму, чтобы тот держал свою дочь подальше от Парса. Асим берет деньги и пытается выполнить просьбу, но его жена и Гуль договариваются между собой и продолжают вмешиваться в жизнь Парса и Асии. Ася, узнав правду, Гуль решает больше не молчать и начинает бороться за свою любовь. Она старается не подпускать Гуль к Парсу, но та при любой возможности все равно попытается проникнуть в их жизни. И ей это удается. Главный антагонист нашей истории остается Гуль. Каждый раз, когда речь заходит о ней, невольно возникает чувство неприязни. Но мы понимаем, что в любой истории должен быть свой злодей и те, кто его поддерживает. Поэтому давайте не будем слишком переживать и продолжим сделать за развитием событий. А каково у вас мнение об этом сериале? Обязательно напишите в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Берегите себя.